Всем привет! Сегодня у нас в планах прогуляться по набережной Иш-Шат-Таш-Биеш и посетить остров Манеен. Водную гладь для сегодняшних съемок представляет залив Марсамшен. Здания, выходящие окнами на залив, являются собственностью муниципалитетов Таш-Биш и Гзира. Маршрут движения подготовлен автором фильма. И так как у нас уже все готово к показу, то предлагаю начать. И, как говорится, приятного просмотра! И вот эта бухта с многочисленными яхтами называется яхт-марина Мсиды. Мсида – еще один муниципалитет, вплотную прилегающий к Таш-Бишу. Но где у них здесь границы, я не понимаю. А вот это настоящая мальтийская лодка с моторчиком. Яхт очень много. И зная, что за парковку водоплавающих транспортных средств в Марине надо платить денежку, я искренне рад за бюджет Мальтийской республики, который имеет постоянный доход от изрезанного бухтами берега. Еще одной особенностью январской Мальты – это многочисленные строительные работы. Впрочем, ничего удивительного. Не за горами пик нового большого туристического сезона. Он здесь длится с июня по сентябрь-октябрь. На другом берегу Мсида яхт-марины находится муниципалитет Пьета. На его возвышенности расположен больничный комплекс Сент-Люкс и Карен-Грек. Поэтому, чтобы туда не попасть, мы внимательно смотрим по сторонам и не заходим за ограждение, где ведутся строительные работы с применением вот таких монстров. Температура воздуха на улице 15-16 градусов по Цельсию, но солнышко греет хорошо. Поэтому решение одеть курточки уже ставится под сомнение. Народа на набережной на удивление мало. И если бы не шум от строителей, то можно было бы подумать о том, что сейчас 5-6 утра, а не 10 час, как на самом деле. Красивое здание в кадре является отелем Crown Marine Apartments. Между тем, неспешной походкой мы дошли до главной достопримечательности этой улицы – особняка Уайтхолла. Я бы назвал это здание дворцом, потому как внешний вид на 103% подтверждает мое предположение. Но с другой стороны, особняк с красивой архитектурой и дворец – это и так одно и то же. На сегодняшний день это государственное учреждение, в последнее время используемое в дипломатических целях. А количество флагов иностранных государств перед его входом означает количество посольств, размещенных здесь. А конкретнее здесь размещены дипломаты Ирландии, Италии, Испании, Германии, Нидерландов, Австрии и Египта. Как выяснилось, на этом особняке жизнь не закончилась. И за Уайтхоллом уже нарисовался следующий особнячок. Он, конечно, поменьше, но выглядит ничуть не хуже. А каскад лестниц вообще впечатляет. Третий особняк уже попроще, но тоже выглядит достойно. А вот четвертый отличается от всех предыдущих. Он построен в самом модном для Мальты стиле, а-ля крепость. Кстати, улица разделилась на две дороги, одна из которых перешла на другой уровень.
А вот здесь на постаменте стоит целая шхуна с названием «Черная жемчужина», приглашающая зайти в одноименный ресторан средиземноморской кухни. Но мы только что плотно позавтракали, и нам доктор прописал сжигать калории, а не складировать их. Поэтому продолжим топать по понравившейся нам набережной. Пройдя мимо ресторанного комплекса, увидели настоящий, созданный природой берег. Вы знаете, а он и без яхт прекрасно смотрится. Я понимаю, что со временем и здесь построят пирсы, но пока этого не произошло, запечатлим эту живопись на видео. На другой стороне залива уже видна столица Мальты – Валетта. Для таких любопытных, как я, в набережной имеются лестничные спуски, чем я и воспользовался, чтобы подойти к воде. Мои спутники даже не представляют, какой у них шикарный задний план. Иногда на дороге встречаются очень интересные автомобили. На маршруте движения попалась хорошо оборудованная площадка с шикарной панорамой вокруг. Поэтому мы под видом отдыха устроили небольшую фотосессию. Площадка для видеосъемки и фотосессий здесь действительно идеальная, а задний план, как и везде на набережной, на 100 баллов. Кстати, сейчас в центре картины Мануэл-Айленд, остров Мануэл, который будет главным героем следующей серии. Да, и пару слов насчет пляжей. На Мальте они есть. В основном вот такие. Но есть и несколько небольших песчаных. Водичка идеально прозрачная. Ее температура в январе на Мальте в районе 17 градусов по Цельсию. У нас на Балтике летом холоднее бывает. И ничего, купаемся. Между тем, по мере приближения к острову Мануэл, началась новая марина под названием Роланд-Марина. А вот еще одна мальтийская лодка, но в этом случае уже на воде. А рядом, смотрите, лежбище тузиков. Ну, в смысле, для надувных лодок. Вдоль дороги по-прежнему стоят монументальные здания, радующие глаз своими формами. Нам, между тем, осталось пройти несколько метров до дамбочки, связывающей набережную с островом Мануэль. Поэтому подведем итоги прогулки по набережной с помощью нескольких фотографий.
вот мы уже на относительно небольшом кусочке суши, омываемом со всех сторон водами залива Марсамшет. А с левой стороны от дороги нас встречает пляж, который в январе оккупировали залетные утки. В качестве принимающей стороны выступают гостеприимные местные голуби. Да, туристов здесь любят. В этом месте, на противоположном берегу залива, мы можем лицезреть Гзиру, а впереди самую населенную агломерацию Мальты – Слиму. И еще один интересный момент. Мы уже скоро как сутки на Мальте и до сих пор не видели ни одной чайки. А так как чайка есть первый враг для владельцев яхт, которых тут немерено, то закрадывается подозрение о возможном негуманном отношении к этим грациозным птичкам. Солнышко, между тем, делает свое теплое дело, и наши куртки превратились в не тяжелую, но ношу. Мы, между тем, добрались до самой дальней конечности острова Манеэль. Отсюда уже виден выход в открытое море, в нашем случае в Средиземное. На правом берегу этого самого выхода в море расположилась столица Мальты Валета, а слева – самый густонаселенный город республики Слима. А между ними, для большего эффекта от увиденного, снуют небольшие утлые суденышки. Продолжая огибать остров по часовой стрелке, обнаружили недетские оборонительные сооружения. И тут же пролетевшая утка крякнула бинго. Ну что ж, посмотрим, что мы нашли. А красотища вокруг просто зашкаливает. Мы, между тем, прыгая по прибрежным камням, сумели подобраться поближе к крепости. И надо признать, что первоначальные впечатления от увиденного только усилились. Продвигаясь ближе к стенам крепости, обнаружили мальтийские кактусы, или, как по-другому их называют, опунцию, или смоколик. Очень интересное растение. Оно полностью съедобное и имеет большое количество лечебных свойств. А с другой стороны у нас растет что-то похожее на ботву картофеля. А может, он сам и тут и растет, а может и не он. Ну вот, последние ступеньки, и мы предстанем во всей своей ослепительной красе перед древними стенами. Ступени, кстати, очень широкие, не исключаю вероятности, что так по ним было удобнее передвигаться на лошадях. Смотрите, столбики от калитки есть, а вместо дверцы цепочка. Европа, мать наша. Так, мы сегодня без собаки и не на велосипедах, значит, нам зеленый свет. Какие красивые ворота. Вот почему раньше, когда строили, всегда старались что-то красивое сотворить. А ведь это оборонительное сооружение, и в него по определению заложена вероятность быть разрушенным. А нет. Все равно руководствовались принципом «если строить, то красиво, если делать – на века». Это мы сегодня удачненько зашли. Погода шепчет.
а окружающая нас живопись поражает. Раньше мы такое только в кино видели, но сегодня тот случай, когда вживую лучше. Так, а что у нас с возможностью зайти вовнутрь без приглашения? Вот сейчас дотопаю и узнаю. Ну что тут сказать? Короче, это вам не проходной двор, это вам стратегический объект. И просто так за красивые глаза вас никто внутрь не пустит. Но на самом деле Форт Мануэль, именно так звучит название крепости, с 90-х годов постепенно восстанавливается шаг за шагом и открыт для посещения только в определенные дни. И понятное дело, что эти дни приходятся на разгар сезона. Поэтому, покидая это очень понравившееся нам место, выдам вам несколько фотографий про форт и виды, открывающиеся с него. А это заброшенное здание лазарета, в которое до 18 века свозили больных чумой. Мы, между тем, вернулись на набережную Таш-Биеш и, приметив неподалеку скамеечки с видом на остров Мануэль, решили проверить их на комфортабельность. А пока мы будем отдыхать, вы можете посмотреть наш маршрут движения в обратном направлении к отелю. Как вы заметили, маршрут был выбран максимально прямой. А все потому, что красота красотой, а обед должен быть по расписанию. А не то угаснут краски дня из-за урчащего желудка. Заскочив в отель, сбросили лишнюю одежду и сбегали по-быстрому в супермаркет Lidl. Недалеко от последнего понравилась церковь Святого Франциска. Надо поснимать. На момент идем по городу Талпиета. Данный городок с населением около 4000 человек является самым родным для большинства мальтийцев. А все потому, что здесь находится больница Святого Луки, самым большим роддомом на Мальте. И, соответственно, как минимум 9 из 10 мальтийцев называют Пиету своим местом рождения.
Уважая высокие чувства к данному месту со стороны местного населения, все же покажу маршрут нашего движения, в котором Пиете отводится всего лишь мимолетная роль. Как обычно, стартовали от своего временного жилья и пошли через Талпиету как раз мимо больничного комплекса, обозначенного на карте розовым цветом. Далее также насквозь сделали очередной городок с названием Флориана и добрались до столицы Мальты Валетты. А как и куда мы двигались дальше, покажу уже во время вещания из Валетты. Имея уже определенный опыт передвижения пешком по Мальте, хочу предупредить возможных последователей такого способа прогулок по городкам этой островной республики с помощью карты и навигатора. Так вот, на Мальте очень своеобразный рельеф, и зачастую, как в нашем случае при движении через Талпиету, можно нарваться на затяжной подъем градусов 15, а то и больше, за которым следует такой же спуск. Поэтому рассчитывайте свои силы и подбирайте соответствующую обувь. К тому же на острове всегда можно воспользоваться автобусами, которые здесь ходят во всех направлениях и довольно часто. Мы же, перейдя через улицу Независимости, оказались уже в городе Флориана. А деревья, которые нас окружают слева, есть не что иное, как часть сада, или, как его называют местные, Флориана Гарден. А с учетом имеющегося здесь ботанического сада и нескольких парков, данный город явно заслуживает звания «Самый зеленый на Мальте». Еще одним бонусом путешествия на эту островную республику в январе является наличие зеленой и сочной травы, потому как именно зимой здесь выпадает основная масса осадков. А летом травка желтеет и сохнет, потому как на Мальте воду получают путем опреснения, и, понятное дело, на поливку травы ее тратить никто не будет. Пройдя вдоль сада метров 800-900, увидели серьезные оборонительные сооружения. Судя по всему, это крепостная стена Флорианы. А спереди виднеется одна из местных достопримечательностей – Порта дес Бомбас, что в переводе означает «пушечные ворота», потому как в свое время на них было установлено именно обозначенное огнестрельное оружие. Кстати, ворота являются единственными сохранившимися из 4 ворот Флорианы. Можно предположить, что в этом месте раньше не было дороги для автомобилей, а вместо нее возвышались стены, подобные этим. Вообще с крепостными стенами на Мальте все очень серьезно. Видать, в стародавние времена остров являлся лакомой добычей для всех законных и незаконных военных формирований. А еще нас радуют здесь многочисленные скверики с растущими в них непривычными, но симпатичными растениями. А вот и самый доступный транспорт на островах в прежние времена. От вида этой сочной зелени на душе разливается тепло. Ведь оказывается, есть на земле места, в которых в январе можно прилечь на травку, достать из сумочки бутерброды, рюмочки, термос с чаем и сделать жизнь еще добрее, чем она представлялась до этого. Смотрите, какая красота на дальнем плане. Это то ли дерево, то ли куст, но цвет для января просто потрясающий. Посередине улицы Независимости находится фонтан Льва. Данный артефакт был построен в 1728 году. А вот смотрите, какая красивая церковь. Точнее, церковью это здание являлось раньше, а сейчас это концертный зал Роберт Саммут Холл. Здание построено в 1883 году. Известно также тем, что стало первым на Мальте с электрическим освещением. Внутри имеется также орган. А вот это круглое здание является иезуитской церковью Сарра. Она была построена в 1676 году в знак благодарности Богу за избавление от чумы.
Мы продолжаем свое движение по тенистой улице Триксария. Не верите, что она тенистая? А так? Слева по ходу движения обнаружился симпатичный скверик. Ну, в принципе, по пути. Чего не зайти. Пардон, это оказался не скверик, а мемориальный парк героев Мальты. То есть здесь установлены памятники всем ребятам, проявившим себя в истории этой маленькой островной республики. Возможно, эта тематика для нас не представляет особого интереса, но зато здесь очень по-домашнему. Скамеечки, тенечек, голуби. Только пенсионеров, играющих в шахматы и домино, не хватает. Такое ощущение, что здесь музей скульптур под открытым небом, только бесплатный. Но, как говорится, много хорошо – это не есть хорошо. Поэтому оторвемся на минутку от мемориального комплекса и сбегаем к церквушке через дорогу. Переходить дорогу по зебре для нас это святое. Огромная площадь перед церковью оборудована многочисленными постаментами. Не знаю, для чего они здесь, но понятное дело, что вещь нужная. А вот и сама приходская церковь Святого Публия. Первая церковь на этом месте была построена в 1768 году, но ее достройка продолжалась до рубежа 19 и 20 веков. И вот уже 120 лет она стоит в неизменном виде. Подышав на площади Святого Публия открытым воздухом, мы зарядились энергией и вернулись в неосмотренную часть мемориального парка героев Мальты. Так, здесь нам направо. Ну вот, как будто не уходили отсюда. А это у нас фонтан-скульптура. Водичка журчит и шепчет. Куда вы бежите? Сядьте, отдохните. Окружающую красоту ощутите. Действительно прекрасное место для медитации. Но, как говорится, цигель-цигель, нет времени. Ведь сколько красоты еще не заснято. Данная картина в камне называется «Король Христос» и была установлена в этом месте ровно 110 лет назад, то есть в 1913 году. Мы же тем временем вышли к окраине Флорианы и к началу Валетты. Где у них тут граница, никто не знает. Но обычно считается, что впереди стоящий фонтан и есть граница двух городов. Фонтан называется Тритон не потому, что он выполнен в форме этого земноводного, а потому, что в его центре 3 скульптуры немолодых с виду мужиков с рыбьими хвостами, которые поддерживают руками чашу с фонтаном. Правда, сама опция фонтана в январе недоступна, поэтому вставляю в видео мартовскую съемку. Но вернемся к информации о личности с именем Тритон. Так вот, данный персонаж засветился в истории как сын Посейдона. Последний, если кто не помнит, в давние времена работал морским царем. И судя по облику сына, который родился и прожил свою жизнь с рыбьим хвостом, работа была вредной. Но как бы то ни было, сам Тритон по жизни оказался вполне адекватным парнем, и как следствие, люди в память об этом создают его образ в каменных скульптурах, связанных с водой. Ну а мы тем временем направляемся к стенам самой Валетты,
который с 1980 года считается историческим памятником под охраной ЮНЕСКО. А еще Валетта – это самая молодая столица Европы. Она была построена в 1571 году. Также интересен тот факт, что город-крепость был построен за 5 лет. Я не знаю, насколько можно верить в эту цифру, глядя на такие стены и ямы, даже принимая во внимание знание, что столица Мальты – одна из самых маленьких в мире. Крепостной ров в современных условиях приобрел другое значение и сейчас очень удачно используется как парковая зона, в которой можно и погулять, и посидеть в тенечке за столиком с каким-нибудь полезным напитком в руке. Разумеется, я говорю не о рыбьем жире. Хотя в наше пандемиологическое время данный богатый на витамин D эликсир жизни можно смело продавать в уличных кафе. Полюбовавшись на серьезные и суровые стены столицы рыцарей, мы вошли, собственно, в город, через место, в котором когда-то были ворота. Но сейчас их, похоже, сняли и увезли в какой-нибудь музей. И теперь здесь может пройти даже днем любой враг, совершенно бесплатно. Кстати, вот это здание справа нисколечко не похоже на архитектурный памятник XVI века. А вот к этому домику слева никаких претензий. Балкончики, перила, все как на открытке. С этим же строением точно что-то не так. А все потому, что это здание парламента Мальты, построено в 2015 году. А вот здесь когда-то находился Королевский оперный театр, возведенный в середине XIX века и разрушенный во время бомбардировок острова во Вторую мировую войну. Сейчас здесь находится театр под открытым небом, и в нем проводятся мероприятия, близкие по своему содержанию к театральному духу. Еще одним интересным фактом из жизни Валетты является тот, который утверждает, что нигде в мире больше нет такого количества церквей на душу населения, как здесь. И как бы в подтверждение этих слов мы можем наблюдать уже первую из них. Причем ее название знакомо всем любителям мыльных сериалов, потому как это церковь Санта-Барбара. Кстати, это название имеет русский перевод, в котором Санта-Барбара звучит как Святая Варвара. А это здание с интересным фасадом – не что иное, как церковь святого Франциска Ассизского, построенная в 1607 году. Вход бесплатный, внутри очень красиво. Улица Республики, по которой мы сейчас двигаемся в нужном направлении, является самой утопленной туристами улицей не только Валетты, но и Мальты. Поэтому количество магазинов здесь на квадратный метр стремится к максимальному значению. Ну и понятное дело, что мировые бренды здесь представлены очень широко. Поэтому если кто-то любит совмещать отдых с шопингом, то это место будет для вас интересным. Чуть не прошел мимо. Национальный археологический музей Мальты собственной персоной. Все, что на Мальте находится при проведении земляных работ, все везут и несут сюда. А находится здесь немало. На Мальте земля древняя. Еще один интересный факт из истории Валетты. Данный город-крепость решено было построить после Великой осады крепостей острова турками-османами в 1565 году. Решение о строительстве новой столицы принял магистр ордена ионитов Жан Паризо де ла Валетта. Думаю, теперь всем стало понятно, откуда взялось название города. Буквально в 50 метрах по этой улице, слева, находится кафедральный собор Ла Валетта, простенький снаружи и совсем не простенький внутри. Поэтому его осмотр снаружи бесплатный, а чтобы зайти в храм с целью поглядеть, нужно купить входной билет за 15 евро.
Как вы сами можете видеть, с сувенирами в данном месте в январе нет никаких проблем. Предполагаю, что и летом этот вопрос будет решаться аналогично, но возможно очереди. В этом месте справа находится симпатичный рукотворный скверик, рядом с которым установлен бюст Папы Римского Пия V. Что касается этого здания, то это не театр и не дом культуры. Это дом правосудия, или Верховный суд Мальты по-нашему. Очередной торговый комплекс с такими торговыми брендами, как Сваровский, Клейерс и другие. Нам тут однозначно будут рады. Несмотря на плотную застройку столицы, здесь есть места, в которых можно найти не только тенечек, но и столик с прохладительными напитками и закусками. Этот домик называется Дворцом Великих Магистров. В настоящее время в нем находится приемная резиденция президента Мальты. А это у нас получается Придворцовая площадь, на которой в свое время, наверное, проводились парады, и магистр толкал пламенные речи перед армией крестоносцев. После площади улица Республики перестала быть чисто пешеходной, и появились автомобили. Кроме этого пропали брендовые магазины, и улочка обрела привычный мальтийскому глазу вид, а в нашем случае средневековый шарм. Сразу куда-то пропали праздно шатающиеся люди. Нас я в это число, понятное дело, не отношу. Мы здесь как бы по работе. Все-таки какое-никакое, а кино снимаем. И, кстати, вот сейчас это действительно настоящая валета с многочисленными дверями на улицу. Эти дверки, не похожие друг на друга, для нас уже стали одним из символов Старой Мальты, наряду с деревянными балкончиками. Так, не спеша и с удовольствием, дошли до конца улицы Республики. И перед нашими глазами предстала новая достопримечательность – форт Сант-Эльма. Данная мальтийская реликвия была построена в 1551 году, а в сегодняшней действительности Республики Мальты форт также нашел свою неповторимую нишу. В нем находятся два государственных объекта – Национальный военный музей Мальты и Полицейская академия. В музее в основном представлена техника времен Первой и Второй мировых войн, а в академии, соответственно, те, кто поступил, учат на суперполицейских. Мы между тем двигаемся по набережной Валеты от форта Сант-Эльма к мемориальному военному комплексу, посвященному жертвам Мальты во Вторую мировую войну. Мемориал называется Сейдж Белл.
Он был открыт в 1992 году королевой Великобритании Елизаветой II. Данный памятник находится на бастионе Кастилия, за которым официально начинается залив Великая Гавань, омывающий Валетту с юго-восточной стороны. Через дорогу от мемориала находится здание, напоминающее Акрополь. Это наблюдательная площадка садов Нижнего Барака, представляющая из себя небольшой парк. А вот и сам колокол с надписью на латыни, цитирующей стих из Псалма 140, который можно перевести как «Ты бросил свою тень на мою голову». Вокруг мемориала имеется также небольшая наблюдательная площадка с шикарными видами вокруг. А вот и сам залив Великая Гавань, в котором находится пассажирский порт Мальты. Именно сюда заходят круизные суда, а также паромы из итальянской Сицилии. Не менее серьезные стены возвышаются также на берегу залива Марсамшет, что с другой стороны Валетты, а их толщина впечатляет. Что касается вида из окна домов первой линии, то тут меня наполняет тихая зависть. А тихая потому, что я никому не желаю зла. Я просто рад за тех людей, у кого есть такая возможность видеть это каждый день и по много раз. А чтобы картинка этим везунчикам не наскучила, в заливе для большего градуса впечатлений плавает разная водоплавающая техника, среди которой особенно эффектно смотрятся парусники. Держа путь в обратном направлении, прошлись по боковым улочкам столицы Мальты. И они нам тоже понравились. На этом заканчиваю обзор нашего второго дня на Мальте. Всем здоровья и пока!